Вы на канале Momo Snail. Тут мы вместе учимся вязать спицами и крючком и просто вдохновляемся. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну а если вы готовы, давайте начинать! В этом мастер-классе мы вместе свяжем очень простую воздушную шапку крючком, которую можно связать за один вечер. Смотрится такая шапка очень стильно и подойдет абсолютно всем. Шапка унисекс. Вязала такую шапку себе и мужу, и друзьям, на всех смотрелась потрясно. Ход работы. Давайте по-быстрому пробежимся, что мы с вами в этом уроке будем делать. Первым делом мы наберем с вами цепь из воздушных петель. Длина будет состоять примерно 33 сантиметра. В моем случае вы можете, конечно, регулировать, делать покороче или длиннее. Цепь – это длина нашей шапки. Я люблю, чтобы шапка была длинная, сзади свисала, либо я ее ношу с большим таким подворотом. Мне так больше всего нравится. Ну а вы, конечно, можете регулировать под себя. Затем мы с вами будем провязывать поворотными рядами узор полустолбики с накидом за заднюю полупетлю. Количество рядов будет зависеть от вашего обхвата головы. В моем случае у меня обхват головы 52 сантиметра. Я примерно провяжу полотно длиной 50 сантиметров. Нужно не забывать, что шапка после стирки слегка растянется и будет еще свободнее сидеть на вашей голове. Затем мы с вами два края этого полотна свяжем трикотажной иглой вместе, затем стянем макушку и все, шапка готова. Это действительно очень просто. Итак, что нам понадобится для нашего урока? Конечно, это в первую очередь пряжа. Я в этом мастер-классе буду вязать из вот такой вот шерсти. Это Naka Kar Tanasi, это турецкая пряжа. В ее состав входит 20% шерсти, 65% премиум акрила, 10% полиамид и 5% полиэстер. Вряд ли эта шапка меня прям будет сильно согревать. Эта шапка скорее будет больше декоративная. Но, тем не менее, мне очень понравились вот эти вкрапления. Посмотрим, как это будет выглядеть на полноценной шапке. Уверена, будет смотреться очень классно. Я эту пряжу купила на вьетнамском рынке, но поверьте, это довольно известный бренд, найти его можно везде. В России, я посмотрела, стоит примерно 1000 рублей за 5 мотков. Хороший аналог такой пряжи – это Alize Superlana Maxi. 150 метров в ней, состав 25% шерсти, 75% акрила. Больше информации про данную шерсть вы можете прочитать у меня в описании. Также, если вы такую пряжу по каким-то причинам не смогли найти или она вам не очень нравится, вы можете заменить ее на любую другую толстую пряжу. Также нам, конечно, понадобится крючок. Для пряжи Naka Kar Tanasi я буду использовать крючок 8 мм, чтобы моя шапка была более объемной. Поэтому я выбрала более толстый крючок. Но если вы будете вязать из пряжи Alize Superlana Maxi, то я вам рекомендую использовать крючок 6,5 мм. У него ниточка более тоньше, чем у этой пряжи. Ну а если вы будете вязать из какой-то другой толстой пряжи, то, пожалуйста, подберите крючок самостоятельно. Также нам с вами понадобится трикотажная игла, маркеры. Ими мы будем с вами помечать начало и конец ряда. Затем ножницы, конечно же, и сантиметровая лента. Итак, давайте с вами приступим. Первым делом нам нужно набрать цепь из воздушных петель. В моем случае это будет 36 воздушных петель. Это примерно 33 сантиметра. Берем нашу ниточку, вот таким образом. Это кончик, а вот эта нитка идет от мотка. Прокрутили, захватили рабочую нить и продели ее через образовавшуюся петлю. У нас получилась первая воздушная петля. И таких мне еще нужно набрать 35 штук. Прошу сильно не затягивать, иначе у вас край шапки один будет стянутый. Продолжаем набирать.
И вот мы с вами провязали цепь. В моем случае замеряем. У меня получилось немного больше, 34 сантиметра, учитывая, что последняя петелька у нас пойдет на столбик подъема. Начинаем вязать первый ряд полустолбиками с накидом за заднюю полупетлю. Итак, делаем накид и вставляем крючок во вторую петлю от него. Вот у нас идет первая, и мы вставляем крючок во вторую, вот сюда. Захватываем рабочую нить, и вот у нас образовалось на крючке 3 петли. Снова захватываем рабочую нить и продеваем ее через 3 петли сразу. И вот наш первый столбик готов. Давайте прикрепим сюда маркер, чтобы мы точно знали, что здесь у нас конец ряда. Вяжем дальше. Делаем накид. Видим следующую нашу петлю. Вот она. Вставляем туда крючок. Захватываем рабочую нить. Снова 3 у нас петли на крючке. Снова захватываем рабочую нить и продеваем через 3 петли сразу. Второй столбик готов. Напоминаю, что цепь я набирала из 36 воздушных петель, но так как последняя у нас идет на подъем, поэтому в наших рядах всего будет участвовать все время 35 столбиков. Неизменно. Мы не будем делать ни убавки, ни прибавки, всегда будет 35 столбиков. То же самое, если вы набрали не 36 воздушных петель, например, 20, то, соответственно, столбиков у вас будет 19. Продолжаем вязать. Делаем накид, вставляем крючок в следующую петлю, захватываем рабочую нить и провязываем 3 сразу. Накид, вставляем в следующую петлю, захватываем рабочую нить, продели, снова захватываем рабочую нить и продеваем ее через 3 петли сразу. Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца ряда. И вот мы с вами заканчиваем первый ряд. Мне осталось провязать последний столбик. Если быть точнее, последний полустолбик с накидом за заднюю полупетлю. Готово. На всякий случай себя проверьте. Можно посчитать вот эти вот прям петельки. Их всего здесь должно быть, в моем случае, 35 штук, как я уже и говорила. И если все верно, переходим ко второму ряду. Делаем столбик подъема в одну воздушную петлю вот таким образом. Теперь разворачиваем вязание. Делаем накид и вставляем крючок вот сюда, во вторую петлю. Вот это у нас первая, это у нас столбик подъема мы сделали. Нам нужно вставить крючок вот сюда, за заднюю полупетлю. То есть за вот эту вот стеночку, которая находится от нас далеко. Захватили рабочую нить и снова провязали наш полустолбик. И я сюда тоже сейчас повешу маркер. Вы, конечно, маркеры можете не использовать, но я на всякий случай всегда их прикрепляю, просто мне так удобнее.
Так я точно знаю, что я точно сюда потом провяжу столбик, а не сделаю это раньше, не закончу раньше и так далее. То есть не совершу ошибку. И у меня всегда будет 35 столбиков. Делаем накид, также вставляем крючок вот сюда, за заднюю полупетлю. И продолжаем с вами так вязать до конца ряда. Встретимся в конце. И вот мы с вами дошли до конца второго ряда. Я дошла до маркера. Я понимаю, что сюда мне нужно провязать еще последний столбик. Убираю маркер, делаю накид, вставляю крючок за заднюю полупетлю и провязываю полустолбик с накидом. Второй ряд готов. Ну и давайте еще раз провяжем третий ряд. Делаем одну воздушную петлю. Это наш столбик подъема. Разворачиваем вязание. Делаем накид. Вставляем крючок во вторую петлю. Вот у нас первая. Это наша воздушная, которую мы сделали для подъема. Нам нужно вставить крючок вот сюда. Захватили рабочую нить и провязали полустолбик с накидом. Снова накид за заднюю полупетлю и продолжаем с вами так вязать до конца ряда. Я забыла повесить маркер и сейчас обязательно его прикреплю. Вяжем там так до конца, встретимся в конце ряда. И вот мы с вами дошли до конца третьего ряда, я дошла до маркера и снова понимаю, что мне осталось сюда провязать еще последний столбик. Вы только посмотрите, какой узор у нас уже получается. Мы видим такую резинку, довольно воздушную, и вот эти вкрапления здесь смотрятся просто потрясно. Я однозначно довольна. Далее я вас попрошу провязать самостоятельно такое количество рядов в зависимости от того, какой у вас обхват головы. Напомню, что у меня обхват головы 52 сантиметра. Такое полотно я примерно и буду провязывать. Но провяжу я где-то примерно 50 сантиметров, потому что помню, что после стирки шапка сильно тянется. В следующем этапе мы с вами встречаемся, когда наша ниточка в первом мотке закончится. Вот я связала уже большое полотно. На это полотно у меня ушел один моток, он закончился. Сейчас мы с вами будем присоединять новую нитку с нового мотка. Сейчас я буду показывать, как присоединять нить. Если вы новичок, пожалуйста, посмотрите, как это делаю я. А если вы мастерица с опытом, то, конечно, вы можете пропустить этот шаг, либо написать в комментарии, какой способ используете вы. Будет очень интересно. Итак, как это делаю я? Я беру вот этот оставшийся кончик и сейчас провяжу наш полустолбик наполовину. Делаю накид, вставляю крючок в следующую петлю, захватываю рабочую нить. У меня также осталось 3 петли на крючке. Но сейчас мы захватывать будем не вот этот наш кончик, а уже новую ниточку с нового мотка.
я захватила нитку и провязала через эти 3 петли. И вот они у нас 2 кончика. Я обычно по настроению могу здесь завязать узелок, могу не завязывать, а просто спрятать в наших полустолбиках эти кончики, используя трикотажную иглу. Либо я прячу кончики сразу по ходу вязания. Сейчас покажу как. Давайте спрячем один вот этот длинный кончик вот сюда. Вы его просто протягиваете по краю вязания. Берем уже нашу новую рабочую нить, делаем накид, вставляем крючок в следующую полупетлю, вот эту вот за заднюю стенку полупетли, вот таким образом. И вот он, наш кончик, он идет вот здесь. Мы его просто прикладываем сюда, он у нас спрячется в вязание. Захватываем рабочую нить и так же, как и обычно, провязываем наш полустолбик с накидом. Не пугайтесь, что здесь у нас получилось так расхлябано. Переворачиваем, подтягиваем кончик немножко, и все будет хорошо. Вот таким образом. Можно вот этот кончик подтянуть немножко, но сильно, конечно, не затягивайте. И продолжаем так вязать с вами до конца ряда. Сделали накид, вставили в следующую петлю, кончик спрятали, вот он тоже сверху у нас идет, сверху крючка, захватили рабочую нить и продолжаем так вязать. И вот мы дошли до конца ряда. Сейчас закончим с вами этот ряд. И вот этот вот кончик можно уже здесь отрезать. Мы его спрятали, ваше вязание не распустится, переживать не стоит. А вот этот кончик мы с вами уже уберем в конце, используя трикотажную иглу. И вот я провязала полотно. Всего я провязала 28 рядов. У меня получилось примерно 46 сантиметров. Я собиралась провязать 50, но примерила на свою голову и решила остановиться. Обязательно тоже примерьте полотно на свою голову. Помните, что не должно быть сильно туго, не должно быть сильно свободно, но также после стирки надо понимать, что шапка тоже растянется. Вот, если у вас все замечательно, вы тоже уже готовы сшивать два края, то давайте приступать. Для того, чтобы нам провязать наш край шапки, мы первым делом здесь в конце провяжем одну воздушную петлю. Теперь соединяем два края вместе вот таким образом. И теперь мы видим, первая петля у нас воздушная идет, и нам нужно вставить крючок вот сюда, за переднюю полупетлю. Теперь берем другой край шапки и вставляем крючок за
первую петлю вот с этого края. Теперь захватываем рабочую нить и провязываем через 3 петли вместе. Сильно, пожалуйста, не затягивайте, иначе наш шов будет тянуть. Далее вставляем крючок в следующую петлю. Вот она, и это передний край шапки, вот задний. И вот мы сначала в эту часть вставляем крючок за переднюю полупетлю, затем в следующую петлю с другого края, вот сюда. Захватываем рабочую нить и протягиваем через 3 петли сразу. Продолжаем. Также вставляю крючок вот сюда, в следующую нашу петлю. Теперь беру другой край и вставляю тоже крючок в следующую петлю. Вот у нас отсюда выходит ниточка, нам нужна следующая петля. Захватываем рабочую нить и протягиваем через 3 петли сразу. И вот мы закончили с вами. Шов у нас практически невидимый, он отлично вписывается в рисунок резинка. И теперь нам с вами нужно соединить макушку. Для этого мы с вами отрезаем кончик нити. Я оставила такой небольшой кончик. Хватит продеть в макушку и затянуть. Теперь вытягиваем нитку, вставляем теперь этот кончик в трикотажную иглу. И теперь нам с вами нужно продеть эту ниточку прямо по краю шапки. Вот таким образом мы сейчас будем продевать. Сейчас все покажу. Берем иголочку и пошли.
Вот мы с вами дошли до конца. И я сейчас еще раз продену вот сюда, откуда мы начинали. Вот так. Теперь нам с вами необходимо затянуть шапку. Затягиваем. Но аккуратно, чтобы ваша нитка не порвалась. Хорошенько затянули. У нас с вами здесь остался второй кончик нитки. Он у нас остался при начале вязания, если вы помните. И здесь я сейчас завяжу узелок. Вот у нас получилась наша макушка. И теперь нам нужно спрятать кончики нитки. Для этого также берем трикотажную иглу, вставляем в нее по очереди сначала один кончик, сейчас с вами спрячем, потом другой. И прячем где-нибудь здесь. Прям иду по косичке. И также сейчас с вами спрячем второй кончик. И вот наша шапка готова. Выворачиваем ее. И вот наша шапка готова. И только посмотрите, какая она красавица у нас получилась. Вы можете ее носить без подворота, чтобы она сзади свисала. Либо можно сделать ей вот такой хороший большой подворот. И у нас получается тоже вот такая вот очень стильная шапочка. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то с вас лайк и подписка. Будьте в тепле, мои дорогие. С вами была Александра. Пока-пока.